Тема сегодняшнего занятия – двойник или центральный, основной двойник. Несколько слов в целом. Собственно, то, что вы хорошо знаете. Для Бога не столь важно, сколько пончиков вы съели, сколько грядок скопали. И многие вопросы, они, в принципе, где-то, может быть, идут в качестве важных, но они второстепенные. Основное, чтобы душа человека могла раскрываться, расти, реализовать тот потенциал, который в ней заложен, и чтобы она научилась приносить благо в этот мир. Да, потому что большинство людей, они просто нытики, эгоисты, поганцы, многие. Да, они не хотят сиять и не хотят нести благо в этот мир. Они хотят поглощать ресурсы. Они хотят, чтобы этот мир служил им, да, потому что они какие-то там вдруг почему-то стали все из себя особенными. В нехорошем смысле этого слова. Да, поэтому несданный урок, несданный зачет что-то ломает. Да, там где-то сущности заходят, там чакры блокируются, каналы, потоки, происходят неприятности. Вот задача нашего курса, напоминаю, пройтись по всем составляющим, лишнее убрать, необходимое раскрыть. Это то, что мы с вами делаем. То есть задача, чтобы наша душа освобождалась и росла. Данная тема по двойнику во многом итоговая по первой части нашего курса, второго духовной практики. Итоговая почему? Потому что ключевые вопросы, которые мы рассматривали, они здесь будут отображаться. Да? Ну, какие из них, там, скажем, в целом двойник. Какие здесь могут быть проблемы? С двойником в целом что-то не так. Или он вообще исчез, это двойка, заавтомачивание, или он сместился в сторону, значит, по отношению к Богу, по отношению к духовным законам, по отношению к развитию служению у человека не в порядке. Он не настроен на связь с Богом, с духовными законами, развитие познания служения. А он куда-то все косит лиловым глазом, куда-то. В эгоизм там, или какие-нибудь другие проблемы, в бесцельность. Да, двойничок куда-то заваливается, или его там как-то, неважно, перекручивает, корежит, сдувается, если цели неполные, и как таковое энергетическое развитие хромает. То есть нет цели наполнять себя, насыщать энергией, оно как попало идет. Поэтому одни вопросы. Это двойник в целом, что там с ним произошло. В идеале он должен быть каким? Четко по центру, упругий, да, плотненький такой, сияющий. Это хороший двойник. Да, если у человека что попало с ключевыми установками, его куда-то там перекосило, он весь такой не самый светлый, какой-то рыхленький такой. Ткнул пальцем и проткнул насквозь, да? Рыхленький. Вот задача, чтобы он был классненький. Одно — это двойник в целом, первый блок вопросов по силовым, которые мы пройдем. Второе — это наши чакры. Да, мы проходили символику, проходили внутреннее строение. В конечном итоге что мы должны получить? Если все в порядке, они раскрыты и сияют. Если не в порядке, они закрыты и потемнели. Да, это печалька. Дальше каналы, потоки между чакрами. Если нет, установка на установку, да, вот если много противоречий внутренних, противопоставлений, мы хорошие, они плохие, да, чакра на чакру, блоки, каналы, пробки, энергия в целом не идет. Плюс двойник, ну что он делает? Он отображает, это копия нашего сознания, копия энергетики, плюс он отображает, не копирует физическое тело, иначе бы над головой было еще одно физическое тело, а отображает состояние физического тела. Вот он показывает, что у нас еще не так с тонкими телами или с нашим физическим телом. Если что-то не так, там тонкие тела порвались, физическое тело местами потемнело, где-то нога отвалилась, в общем, такое. Да? Наша задача двойничка изучить и привести в порядок. Конечно, основная работа будет идти, как всегда, на силовых, то есть мы пройдем по ключевым программам, и насколько возможно, чтобы двойника можно было бы подлечить. При силовых упражнениях нужно как-то так. Основной, конечно, заряд может идти на наше сознание, потому что вверху преобразования идут автоматически. Но как-то, чтобы часть энергии двигалась наверх, тоже не помешает. Да? Для нее там тоже есть работа. Большая часть внимания на чакры, часть внимания, часть энергии может идти вверх. Первый блок вопросов по двойникам в целом. Вводную часть достаточно, все понятно. Первое, что перекашивает двойник, это невежество. Невежество что? Когда у человека отсутствует
и понимание духовных законов, и твердое решение, ты следуешь по жизни духовным законам. Большинство людей, вот они изначально невежественны. Почему? Раньше это было основой воспитания, да, там, честность, там, этика, да, вот, нравственность. Раньше это было основным, да, что формирует человека, вот что необходимо вообще-то государству и окружающим людям, чтобы человек был личностью, был честным, был преданным, этичным, высокоэффективным, бесстрашным. Вот раньше это была задача государства. Поэтому основное — сформировать личность. Сейчас это заброшено. Сейчас нужно, чтобы человек был специалистом, поэтому знания социальные, духовные заброшены. Относительно духовных законов, таким образом, большинство людей, они невежественны. Они не понимают, что это первопричина. И даже если человек ставит карьерные цели, ну, пока ты не станешь сильным, умным, быстрым, эффективным, этичным, притягательным, ну и так далее, пока ты не решишь духовные задачи, вопросы, ты все равно и к успеху не придешь. Почему? Слаб, труслив, слова не держишь и так далее. Такой человек никогда не может быть успешным. Он нежелаемый партнер. Поболтать может быть, и то, если человек не этичен, с ним разговаривать неинтересно. Да? Поэтому даже если человек ставит карьерные цели какие-либо, 85% успеха — это личные качества, это желательно понимать. Фактически это то, что соответствует духовным законам. 85% всего, чему должен научиться человек за все время пребывания на Земле, это духовные законы. Да, внутренний мир, как управлять, как избавиться от проблем, как раскрыть себе достоинство. Все, что касается общения с людьми, отношения к людям, Богу, к этому миру, все, что касается управления внутренним миром, это все духовные законы. Дальше профессия, там, законы физического мира — это, по большому счету, крошечная часть. И всего, для чего человек пришел на Землю. Это, собственно, ключевое. Невежество — это непринятие духовных законов как основа. Как основа. Самое главное, для чего ты пришел на Землю. Понять и реализовать духовный закон. Выстроить свои отношения к высшим силам, научиться управлять своим внутренним миром. Да? Освободиться от зла, раскрыть себе силу, достоинство, таланты. Ну, для чего ты пришел? Ну, конечно, научиться творить добро. Да? Потому что человек, который не приносит пользу этому миру, зачем он нужен Богу? Да? Богу нужны кто? Там, нытики, попрошайки, должники, кто там нужен? Слабаки, трусы, кто? Да? Напоминаю, мы с вами это говорили не раз. Да, зло — это огромная сила. Бог, чтобы, да, защищать свои миры, людей в том числе, это должна быть сила намного превосходящая, ну или минимум равная, но намного превосходящая зло. Для этого личные качества всех представителей иерархии света минимум должны быть равны, но, да, по максимуму превосходить должны ту силу, которая, да, несет в себе зло. Вот пока человек этого не поймет, что ты должен быть силой, превосходящей зло, в принципе, он в иерархию света особо не идет. Он идет по пути слабака, умственно не очень такого дружащего с разумом и с законом. В иерархию света может войти только человек преданный, бесстрашный, эффективный. Тот, который может быть опорой. Да, в том числе одно из испытаний, тоже не раз говорили, ну хотя бы раз или не раз в жизни человек должен пройти, да, когда тебе угрожает там, боль физическая или там, смерть тебе угрожает, ты как, откажешься от веры? Да, ты предашь Бога? Или ты понимаешь, ну, как человек может доказать, что он не боится страха, не боится боли, что он предан Богу? Да, вот такую ситуацию он может доказать, что он не боится Богу, ни перед какой угрозой он не отступит и не предаст. Да? Вот если человек такие зачеты не сдает, он в иерархию света не входит. На него нельзя полагаться. Если на него надавить, если у него есть слабые места, на него надавить, он предаст. Он расскажет все военные секреты, ну и так далее. На него нельзя полагаться. Да, поэтому желательно понимать, что иерархия света — это не белые, пушистые, бесхребетные, такие рыхлые. Нет, это люди из огня и стали. Другие, в принципе, не могут защищать свет. Да, если человек думает, что он может слабым и неэффективным идти куда-нибудь вверх, он глубоко заблуждается безнадежно.
Да? Задача именно наращивать свою силу, чистоту и силу. Да, если чистоты не хватает, всегда есть уязвимые места. В данном случае программа первая — невежество. Это непринятие закона как основы существования этого мира, основы формирования себя через все воплощения. Да? Как непринятие, что такое слово Бога? Да, это закон. Что должен Бог этому миру? Да, ничего. Закон. Закон — это слово, которое он держит. Да? Вот он его создал, закон должен работать без боя. Все. Да, это его ответственность, чтобы закон торжествовал. Все остальное, там, Бог что-то не так сделал, это уже от гордыни и от прочих несданных зачетов. Все, невежество. Не принятие закона как основы формирования себя, принятия решений, определения судьбы, всего. Вот закон — это основа всего.